Как вы знаете, я скептик, и самому мне с потусторонним встретиться пока что еще не доводилось. И именно поэтому я хожу по разным заброшенным местам, чтобы попытаться показать вам, как могут нас обманывать с помощью монтажа, ну или это всего лишь стечение каких-нибудь обстоятельств. Привет, любители ужасов! Это канал Крик, меня зовут Александр, и сегодня мы посмотрим 15 необъяснимых видеороликов, где очевидцы утверждают, что к ним на камеру попал призрак. Ну а мы с вами попробуем разобраться, так ли это. Хочу напомнить вам, что все анонсы, тизеры к будущим видео и остальная информация находятся в моем телеграм-канале. Подписывайся, чтобы быть всегда в курсе моих новых и свежих работ. А сейчас устраивайся поудобней, прожимай лайк, подписывайся и прожимай колокольчик. Ведь так ты будешь первым в курсе нового видео на моем канале. Приятного тебе просмотра, погнали! Так, в общем, тут рассказывается про Опру, которая, вещает со сцены, как говорится, да, и тут что-то над ней пролетело, как объясняют. Чё неуклюже? Вспыхивает яркий свет, появляется шар, а затем Опра падает на землю. А, они хотят это сопоставить с тем, что появился шар, и она упала. Мгм. Мне кажется, это просто какой-то, пылинка так попала света, потому что на нее светит луч конкретный света Связано от ли это с прожектора. шаром и И падением, это или это просто просто какая-то совпадение? пылинка, а она Я просто думаю, мы никогда не неуклюжая. узнаем наверняка. Вот и Если все. эти два события связаны, Поэтому... я думаю, что где-то Я должен быть да, дух, мы который такое, сердится как на Опру. семечки, щелкаем и Но по какой выкидываем. причине, я понятия не имею. Так, тут, ребята, рассказывается о том, что какой-то гуманоид играется с нашим вот человеком, который снимает, с очевидцем. Что за гуманоид? Сейчас, по идее, нам должны показать, что он там снял. Я уже какие-то там что-то видел, ножки. Так. Опа. Тоби. Или это? И под машину. Это Это Добби. существо было впервые замечено мелькающим Это между Добби. автомобилями. Мне оно напоминает домашнего эльфа. В Откуда у Гарри таком Поттера случае я бы телефон сказал, мобильный? что оно в основном безвредно, но я могу ошибаться. Сложно назвать это прям супер монтажом. Блин, что же это могло быть-то тогда? Пишите в комментариях, вот что это могло быть, что за гуманоиды. Чик. Затем оно ныряет в укрытие под другой машиной. Ну, типа да, странно. Монтировать такое сложно, мне Это кажется. все игра? Ну, Или для это какого-нибудь, конечно, существо ведет его киношника, навстречу если прям опасности? опытного, может, и не И что сложно, же это но такое на самом для деле? обычного, Хотя как это я, могло быть что-то наверное, гнусное, не очень стоит тяжело. беспокоиться. Короче, тут рассказывается о том, что в небе обнаружено два объекта летающих. Вот, пожалуйста. Но у меня сразу же, а что это, не могут быть дроны какие-нибудь? Просто дроны, не? Работая за своим ноутбуком, редитор выглянул в окно и Не увидел знаю, я не объект. вижу здесь ничего Затем он схватил свой телефон, чтобы записать их, и сверхъестественного с какого-то. удивлением наблюдал, как они таинственным образом исчезли. Зрители, такие как я, были ошеломлены. Ну, фиг знает. Ну, либо, опять же, это можно было наложить, наверное, да, это эффект этот, наверное, я не знаю. Но мне кажется, это могли дроны Но обычно другие вести. считают, что исчезновение — это просто глюк в автофокусе. Смотрите внимательно. Вот именно. Глюк в автофокусе, плюс это... Я уже, наверное, устал это слово повторять. Некоторые редиторы указывают, что вы снова можете увидеть неопознанные летающие объекты на Заколебал. 13 секунде. Редитор Milky Way Murda также говорит, что вы можете увидеть их прямо перед последними 2 секундами видео, когда редитор увеличивает масштаб. Вот этот стоп-кадр. Я склонен согласиться с тем, что они правы. Исчезновение, скорее всего, связано с глюком автофокуса. Да, Но, на скорее мой всего. взгляд, это не значит... Так, тут какой-то парень, который снимал в лесу, я так понимаю, с сестрой, не лес, а что это такое вообще, блин, да?
Ему попалась на камеру какая-то дрянь. Все как обычно, все как мы любим. Что там, что там? О! Я пропустил это в первый раз, Там так какой-то что смотрю маньячелло внимательно. смотрит. Может, какой-нибудь психосексуальный маньяк? Что-то промелькнуло на заднем плане, и это не похоже на человека. А на что? Пик? Ну, такая явная это за тень, штука? конечно, но что это за штука? Ну, первое, что в голову приходит, понятно, что это какой-то Плавность, с челик. которой она скользнула вниз и исчезла, показалась мне одновременно и призрачной, и гуманоидной. На мой взгляд, Это это какой-то явно не человек. гуманоидный призрак. Тут нам говорят, просто представьте, что вы находитесь в лесу ночью и слышите вот это. Опубликовано в ТикТок, многие в комментариях испытывают мурашки по коже и выдвигают свои теории. Волк воет. Не знаю, ну, волки воют, наверное. Но А даже что еще несмотря это? на то, что это очень жутко и пугающе, другие думают, что с парнем все будет в порядке. Конечно, у него такая там бензопила. Там, если что-то туда попадет, мне кажется, это только фарш. Я думаю, учитывая, что он вооружен бензопилой, Да, я да. бы тоже не слишком волновался. Я тоже. Если только она не заведется. В любом случае, Да, если бы это стоит был переживать, если я бы только в тот держался момент, подальше если она от только этих не заведется. лесов. Ну, один фиг он на каком-то танке. Так, ну а тут, ребята, у нас опять заброшечки. Заброшечки. И какие-то ребята проникли в какую-то... Когда он пытается заговорить в с какую-то обитающими психиатрическую здесь духами, больницу. ему отвечает F. Представляете? У меня здесь есть привязанность. Какая? Ты здесь раньше жил? А затем было записано еще больше необъяснимых криков. Я слышал крик раньше. Это был ты? О, О, говорит. Хорошо, Не это особо было слышу. громко и ясно. Позже в морге он слышит движения и шаги. Он возвращается подобных ночью со движений, своей да вот я командой, щас в и снова заброшках в был, да морге там- они слышат движения. Нам каждый раз казалось, у что меня кто-то есть что-то вопрос. топает. Это та тень, которую я поймал на 3-м этаже? А вот тень давай покажи нам. А мгновение спустя послышались новые шаги. Ты можешь издать звук? Они продолжают слышать необъяснимые звуки. Заброшки у них тоже прикольные. Вот эти отшкалупливанные... Фу, блядь. Затем бестелесный голос Отшкалупливается довольно вот эта ясно говорит им, чтобы они штукатурка, уходили. и это выглядит как Silent Hill. Мне это кажется прямым приказом. И если бы Прямым я был на приказом. их месте, я бы Пошли послушал. вон! Тут у нас, ребята, Норвегия. И, естественно, тут говорят про заброшенный вот домик в Норвегии. И я так понимаю, что нам, естественно, должны показать какую-нибудь дичь. Вот. Или, Но как обычно, внутри эта звуки жуткость какие-нибудь, да? усиливается в 10 раз. Наверное, звуки мы услышим. Или нет? Жуткий домик, не спорю. Прям очень жуткий. Снаружи, по крайней мере. Тело, фонарик-то не судьба. А! Некоторые считают, что электричество должно было подсказать исследователю, что там кто-то есть. Вот именно. Это как прикол такой, то, что когда мы были вот в больнице в последней, я тоже там выключатели щелкал, а в какой-то момент, получается, мы заходим в общий коридор, а там И, горит возможно, они свет. правы. И вот тут я охренел, думаю, это же заброшка, как так? И самым добивающим для меня моментом было, что поднявшись на второй этаж, в одном из, скажем так, в одной из сторон здания, да, то есть, ух ты, ёпатать.
Если честно, именно крик этого парня заставил мое сердце остановиться. Но бледное лицо призрака само по себе ужасно. Призрак. Четко какой-то чувак. Или баба. Как будто вот так кто-то схватился за голову, да? Вот так вот. Лицо держит, я не знаю. Так вот, здесь какой-то ютубер снимает что-то в каком-то парке, и как тут объясняется, мол, похоже, он наткнулся на какой-то ритуал, и они, видишь, замыливают даже специально это. Где? Приближаясь к зажженным Что я свечам, рассказывал в они предыдущем находят на видео земле по поводу таинственный заброшки, след, что а в одной затем что-то стороне видят. было холодно, казалось заброшенное здание, Там а кровавый с другой след и стороны футболка. мы зашли, Там окровавленная и футболка. там теплые дерево. батареи. То есть вот Где? это я офигел. Где? Прямо там. Где? Поэтому то, что было в той заброшке, вообще не удивительно. Ой, в заброшке, в доме в Норвегии, что загорелся свет. Сначала я не был уверен, что они увидели на дереве, но потом Так, оно что на начало дереве увидели? Я показываться тут и- все проболтал. И, по-видимому, как многие пишут в комментариях, это соответствует репутации парка Хаммел как место с привидениями. А, парк Харл. Кто-нибудь знает? О! Чел просто стоит за деревом, скрылся и все. Да это ерунда. Ну что вы, серьезно? А теперь вот еще одно доказательство. На чуваке тряпка на лице надета, да и все. Был Вообще не ли это доказательство. призрак или человек, я бы никогда больше туда не вернулся. Так, ребят, тут какая-то кафешка, я так понимаю, потому что особо ничего не говорится. Это было засвидетельствовано клиентами лично в то время. И именно тогда владелец показал эти Клиентами дополнительные чего? Ты нам не видеоролики объяснил, о что дальнейшей это. необъяснимой активности внутри бизнеса. Нам объяснили, что это бизнес, но какой бизнес? Кафе или что это? Не говорят. Свет включается сам по себе, двери открываются. Ну, видимо, какой-то кафешка. Какой-то ресторан. Это либо работа призрака, либо, как мне кажется, здесь очень сильный сквозняк. Но основываясь Очень на сильный этих двух сквозняк. Нет, теориях, такие двери я там же склоняюсь к нажиматься должны, чтобы паранормальному открывались варианту. они. Так, тут про поместье в штате Индиана рассказывается. Опять заброшечки. Вот. И какая-то команда, вот тут пишется Black Shadow, пошли туда, чтобы запечатлеть какую-то паранормальную активность. И, как говорится, они ее тут шли. О, дверь открылась. Да ладно. Никто не заходит внутрь, но мы знаем, что там что-то есть. Зачем вот этот кадр Тем не менее, переключения? некоторые в комментариях сомневаются в его подлинности. Я начинаю путаться, то ли это дверь справа, то ли это дверь слева. Ну и чё, открывается дверь. Для меня звук говорит сам за себя. Прислушайтесь внимательно, и вы услышите звуки до того, как дверь откроется, как будто кто-то борется с дверной ручкой. Я не слышу борьба. А что вы думаете об Борьбу. этом видео? Лично я считаю, что это реальная сделка. Так, тут опять какой-то ютубер, как иначе-то, по лесу бродя, снимая что-то, наткнулся на призрака. Пау-пау-пау-пау-пау-па-па. С другого ракурса видна еще одна призрачная фигура. С какого другого? Мгм. Да там целый лес призраков, да? Или это одна и та же? А мне уже шея тянуться к монитору. Что вы думаете об этих жутких изображениях? Мы думаем, что это жуткие изображения. Я думаю, что это могут быть пресловутые черноглазые дети. Кем бы они ни были, Пресловутые на мой взгляд, черноглазые они не из дети. этого мира. Так, ребят, ну тут думают, что кто-то завпечатлил полтергейста у себя дома.
То есть вот девушки что-то там чешут себе гриву. Он говорит, смотрите, вон здесь сейчас... Ой. То, что ты слышишь, как что-то падает, это швабра. Что? Мы не видим, как она падает, так что, возможно, она стоит неустойчиво. Может быть, это просто произошло само по себе? Это возможно, но я думаю, что этот полтергейст тот, кто убирает шваброй. Так, тут рассказывается про какую-то ферму. И якобы вот именно здесь это курятник какой-то. И чувак тут снимал на видео свою машину. И что-то услышал. Кто там? Как в предыдущем ролике что-то На что упало мы за здесь дверью, но нам смотрим? не покажут, но Объясняет на Реддитор. реакцию мы отреагировать должны. Что не так? Я вижу цифру 2, и, честно говоря, я был бы в ужасе, если бы увидел это Что ты воочию. видишь? Цифру 2? Дайте это развидеть. Я не вижу. Покажите. А? Кто? Это Человек-тень? Фредди Крюгер? Я не уверен, но я бы тоже Человек-тень, убрал Фредди станцию подальше. Крюгер, Джейсон или Винни-Пух. Так, тут нам рассказывают про Техас, какой-то там округ, в общем, там есть тюрьма. И вот опять охотники за призраками пришли проверить на предмет паранормального. Что-то услышал. Вот оно снова с улучшенным звуком. Тоже. Там определенно есть какой-то шум. То ли это стук, то ли шаги, трудно сказать. Но я думаю, что легко сказать, что Шаги в это бывшей кто-то как тюрьме будто до по сих пор батарее содержатся такой. Ну не по призрачные батарее заключенцы. конкретно, но просто... И по этой причине я собираюсь держаться подальше от этого места. То ли это погрешности по переводу, то ли что. Здесь какое-то здание, у него есть какое-то название, якобы Красный Лев. Я так и не понял, где это конкретно. Да даже и не говорилось про это. Где это? Что это? Что-то даже... Они слышат слова «помогите» и теряются. Неужели команда просто страдает аудиопаранойей? Команда слышит слова и теряется. Я действительно думаю, что Я вообще это ничего не может быть услышал. просто остаточным звуком, как предположила команда, но это также заставляет зрителей, таких как я, испытывать благоговейный трепет. Не знаю, И я очень бы не как-то стал. странно все. В этой подборке мне показалось, что люди уже начали в наглую мистифицировать свои ролики из-за пустяка. Не интриги тебе, не эффекты с тенями, а просто поставил швабру за угол, она там упала, ты испугался, фух-бух, все, ролик мистический готов. Обязательно пиши в комментариях, как ты считаешь, какой ролик из этих всех можно было отнести к группе необъяснимого. Ну а у меня на сегодня все. Увидимся с тобой в следующем видео, ведь дальше будет только интересней. Ну а с вами был канал Крик, меня по-прежнему зовут Александр, и помни, страха нет, он лишь в твоей голове.